В очередной раз привет, с вами Инсид. Как же я давно этого не говорил. И сегодня у нас на обзоре модификация, с которой определился дальнейший путь этого канала. Модификация весьма культовая, которую проходил каждый уважающий себя халифафер. И продолжение этой модификации знато так нашумело в инфополе. И вот 20 августа 2022 года это случилось. Дамы и господа, повстанцы и комбайны. Entropy Zero 2. I only had one thing to give up for this job. My humanity. Some would say. I never had it anyway. История начинается с момента окончания первой части. Нас повышают, клонируя и отправляя в тело элитного комбайна, ожидавшего своего владельца. Теперь мы не очередняра, мы серьезно. Бездыханное тело находилось в уже разрушенной тюрьме Новый Проспект, столь заботливо разобранной шаловливыми ручками Гордона Фримана. Да ты чё? Мы зачищаем путь к пункту связи весьма стильным и приятным пистолетом. Не успев опраздновать повышение, по итогу мы получаем весьма ответственное задание от начальства. Хотите доставить важную персону, именуемой Джудит Мосман. Она находится где-то в Арктике, изучает технологии Aperture Science и ищет мифический корабль Borealis. По мере продвижения мы встретим подозрительного элитного комбайна, который настойчиво будет просить ГГ работать вместе, убеждая того, что его устранят при первой ненадобности. ГГ умеет говорить. И говорит, очень много. И это неплохо. Диалоги прописаны, на мой взгляд, это очень даже хорошо. Шутки действительно смешные. Чувствуется легкий привкус Портала. Don't hate everyone. Name somebody you like that. Oh, I like my grandma. No, boss. Everybody likes their grandma. Причем в зависимости от ваших действий, именно вы сможете находить новые диалоги. Да что тут говорить, он может перекинуться даже парочкой слов со своим лучшим другом Вилсоном. А? Кто такой Вилсон? Это лучший видеоигровой персонаж этого столетия. Никакой Джо из Мафии 2, никакой BT из Titanfall 2, никакая Глада из картошки не сможет переплюнуть его. Не смейте, слышите? Не смейте бросать этого милого робота в одиночестве. Он просто хочет быть счастливым. Кстати, насчет сопатийцев. Теперь вы почти никогда не будете одиноки, что на мой взгляд очень даже круто, потому что с тобой всегда кто-то поговорит и поддержит в трудной ситуации. Мод был пройден мной на одном дыхании, и даже больше. Не только мной, и не только на одном. Он постоянно пытается подкидывать разные интересные ситуации. Вот ты бежишь, управляешь типичным отрядом, а вот ты сносишь стену и видишь комбайна, который вырвался из-под пыток и убил обидчика голыми руками. Ты идешь и несешь ему пистолет, ведь это уникальный персонаж с прописанной историей. И это самый слабый пример. Причем автор мода велосипед-то не изобретают. Есть длинный унылый диалог и небольшая комната. Добавь интерактива, пусть игрок ходит, развлекается, собирает припасы. Хоррор-локация? Есть. Немного пространственных головоломок? Есть. А то против игрового оружия? Есть. Просто делать пиздато? Есть. Кроме того, разрабы часто любят играть на чувствах голдов. Очень любят. No pit would be complete without a Freeman climbing out of it. Говоря про маппинг, я обязан отметить, что мод порой выдает весьма красивые пейзажи, которые пропитаны кучей деталей, плавными переливами света и просто атмосферой. На карте на самом деле довольно много деталей. Если вы совершенно случайно запустите сигнализацию на машине рядом с временной базой Альянса, туда обязательно прибудет комбайн. Выключите сигналку и осмотрите территорию, после чего вернется на свой пост. И вот такого в моде очень много. Играя в демку Entropy Zero 2, я порой замечал весьма скоротечные карты. К счастью, выходы это все исправили. Карты значительно расширили, добавили деталей, сбалансировали. И у меня один вопрос. Где пещера с призраками? Брэдман, извинись. Ах, да. После смерти мы видим свое бездыханное тело. И некоторые такие смерти выглядят весьма забавно.
Оружие. По большей части оружие здесь весьма стандартно, но анимация неплохо переработана, а физика стрельбы чувствуется весьма сексуально. Пистолет здесь это лучшее оружие, которое, между прочим, само восстанавливается. Биту заменили на простой пинок. И черт побери, это лучший видеоигровой пинок в моей жизни. Нет, это не просто пинок, который наносит 5 единиц урона, и он нафиг никому не сдался. Это пинок, который позволяет весьма эффективно расправляться с мелкими противниками. Пинок, который позволяет выбивать оружие из рук повстанцев для последующего ареста. Зачем морать свои руки, когда ты элита? В моде есть весьма приятная система управления неписи, и их весьма эффективно можно отправлять на убой. Единственное, что ИИ немного подтупливает и не понимает, кто он, и самое главное, где. Перестрелки на высокой сложности ощущаются действительно потными. Повстанцы давят, бегают, прячутся, мужики с огромными дробовиками так и норовят подбежать к тебе сзади. В данном моде вы встретите не только новых мобов, но и всеми нелюбимыми старых из Opposing Force. Вместе с мобами прямиком из 2001 года в мод, видимо, перенеслись и текстурки, которые очень сильно контрастируют с остальным окружением. Фонарь здесь ужасный. Да, мы теперь на разных уровнях по сравнению с ГГ из первой части, но красное ночное видение смотрится весьма неприятно. Также лично я хочу отметить весьма крутые секретки и достижения. И как в любой уважающей себя AAA игре, после прохождения вас будет ждать эндгейм контент. Вы можете покачать моды из мастерской, которые теперь доступны во второй части, или же проходить на золото все челленджи, созданные для настоящих хардкорных геймеров. Также вам будут доступны некоторые вырезанные карты и небольшая официальная кастомная кампания. Почему же все-таки Entropy Zero 2 игра года? Ну, для начала, это очень динамичный шутер с приятной стрельбой и сложными противниками. Шутер, который постоянно подкидывает тебе интересные ситуации. Никогда не оставляет без напарников. Шутер с кучей разных пасхалок. Очень интересный и антистресс механикой ксен-гранат. И здесь музыка не просто пиздатая. Это музыка для Nature резни. А во-вторых, что там выходило в этом году? Так, это для фурьёбов. Это вообще... Это битэмап, его ценность не обсуждается. Это Souls-like, но теперь с кучей пустого пространства и бесполезными наградами за прохождение доп-контента. Класс. А это вообще для людей, которые перепутали видеоигры с кино. Еще вопросы есть? Что-то шутка немножко затянулась. Это невероятная редкость, это incredible. Мод вышел даже за пределы сообщества. Те, кто раньше в принципе не играл в моды для халвы, поиграли в Entropy Zero 2. Онлайн на выходе был абсолютно бешеный, и пока он даже держится. В первый же день уже были руководства на все достижения, в том числе и секретные. Уже на второй день появились различные субтитры и способы включения английских. Кстати, надо было просто поменять интерфейс Steam на английский, или же прописать вот эту команду в консоль. Бешеный онлайн, моды, заинтересованность сообщества. Не это ли мод года? Внимание! Мною было замечено, что вы до сих пор не прожали кнопку лайка, не поставили колокольчик и даже не подписались на канал. Вам стоит это сделать. Я серьезно. 3, 2, 1.